Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Меня часто спрашивают: Марина, какой материал можно покрывать на ногти после ожога ногтевой пластины или после аллергической реакции на гель-лак? И чаще всего я рекомендую дип-систему, они же титановые ногти, минеральные ногти и так далее. И в этом ролике покажу вам коррекцию, а также донаращивание уголка. Поехали! На такие ногти предстоит выполнить коррекцию. Тут было также укрепление дипудрой, какой бренд не знаю, и давайте поближе рассмотрим эти ногти. Что мы видим? Что в целом они очень хорошо проносились, сохранились, покрытие отросло, но нужно учитывать, что дип-система это твердый материал. Натуральные ногти более гибкие, изгибаются, за счет чего появились трещины на покрытии. При этом натуральная ногтевая пластина не повредилась, то есть треснул только материал, и наверняка это говорит о его жесткости. Таким образом выполняется коррекция в дип-системе. Но можно сказать никаким. Почему? Потому что покрытие полностью снимается и наносится заново снова. Для того, чтобы снять покрытие, использую твердосплавную насадку, работаю на максимальной скорости и снимаю до слоя базы. База у нас прозрачная, с прозрачной пудрой, то есть все равно остается этот слой. До ногтя не снимаем во избежание пропилов ногтевой пластины. Кстати, во время снятия покрытие очень сильно нагревается, поэтому не останавливайтесь на одном месте, не задерживайтесь долго во избежание этого нагрева, чтобы клиенту не было неприятно. На некоторых ногтях я сняла покрытие до более тонкого слоя, на других только лишь немного повредила цвет. Затем используем технику размачивания. Смачиваю ватный диск ацетоном, прикладываю на ноготь и заворачиваю фольгой для термоэффекта. Выжидая время экспозиции, приблизительно 8-10 минут, снимаем и счищаем остатки при помощи апельсиновой палочки. Если они все равно остаются, можно доработать мягкой пилкой. На самом деле при использовании титановой пудры не требуется сильное перешлифовывание ногтевой пластины, ее матирование, можно даже было бы пройтись бафиком, просто у нас оставались большие фрагменты предыдущего материала. Перед укреплением пудрой необходимо выполнить сухой маникюр без размачивания, без мацерации, без использования воды и без использования ремувера, так как ногти могут впитать их. Поэтому выполняем сухую обработку, делаем комби, либо аппаратный маникюр. Выполняем срез кутикулы и подготавливаем ногти к покрытию. Для него нам потребуется бонд, это средство обезжиривающее ногтевую пластину. Под номером 2 от Titanium Nails база, это самый основной продукт, который требуется для работы с дип-системой. Активатор, который позволяет покрытию затвердеть, специальная жидкость. Титановая пудра просушивается на воздухе без использования лампы. И топ для зеркального блеска. Дополнительно можно приобрести еще вот такую жидкость, которая называется Brush Cleaner. Жидкость, которая позволяет очистить кисточки. Ну и, конечно, не обойтись без прозрачной пудры. Сразу хочу отметить, что титановая пудра это не обычная акриловая. У нее другой состав, она другая по пластичности и по носибельности. У различных брендов различная пудра. У некоторых есть акриловая, действительно, но в этом бренде она другая. У меня в арсенале различные цвета, подбираем тот, который больше понравился модели. Есть и очень красивые блестящие цвета. Обезжириваем ногтевую пластину и наносим бондер. На указательном не хватает уголка для более четкого квадрата. Можно его достроить. Смотрите, тут такой прием. Мы берем базу и прозрачную пудру. Базу наносим на кончик ногтя и окунаем в пудру. Убираем излишки, после чего своим пальчиком, либо при помощи апельсиновой палочки, мы вытягиваем отсутствующий кончик. Если эта консистенция прилипает, плохо распределяется, жидкая, можно дополнительно добавить еще пудры и затем продолжить лепить свободный край. Таким способом можно и ремонтировать, и донаращивать, и наращивать, даже и на обычные формы, и без форм вовсе. Поэтому применяйте этот метод в пудровом маникюре для того, чтобы выполнить ремонт и наращивание любой сложности.
Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. После наносим базовое покрытие. Если длина ногтей была бы больше, то дополнительно бы нанесла прозрачную базу только по центру, так как длина у нас не слишком большая, то наносим базовое покрытие на всю ногтевую пластину, отступая от кутикулы, и опускаем цветную пудру. Она у нас служит как цветом, так и укреплением, 2 в 1. После этого смахиваем излишки пудры при помощи мягкой щеточки. Отодвигаем кутикулу и будем наносить новый слой, уже близко к кутикуле. Будьте аккуратны, старайтесь не попадать на кожу, так как пудра будет пропитываться и оставлять такие затеки, которые будет потом сложно выпиливать. Пудру можно как посыпать сверху, так и окунать в пальчик. Смахиваем излишки. Сейчас, конечно, все ложится не так ровно, как хотелось бы, но в пудре предусмотрен опил. Выполняем 3-й слой цветной пудры для большей плотности и для правильной архитектуры. Вся процедура достаточно быстрая, так как мы тут не стараемся над супер идеальными бликами, поверхностью и так далее. После чего наносим активатор очень быстро, буквально в 2 движения, для того, чтобы кисточка не затвердела. Ждем некоторое время, около 2 минут, и приступаем к опилу. Придаем четкости свободному краю и проходимся по поверхности. Для этого использую пилочку 180 грит. Она хорошо справляется с задачей и убирает ненужное, и в том числе делает поверхность достаточно гладкой. Особое внимание уделите зоне у кутикулы, но тут важный нюанс. Нельзя перешлифовывать пудру в зоне кутикулы, иначе у нас пойдут отслойки. На указательном образовалась некоторая неприятность в виде измененного цвета, такой желтоватый оттенок, поэтому дополнительно наношу еще слой. Продолжаем дальше опил на среднем, также придаем ему четкости. Мы сэкономили время на выкладке, но получается теряем его на опиле. Но зато благодаря опилу форма более четкая. Тут уже нужен навык не покраски, а именно опила. Затем в зоне у кутикулы, если что-то не доработали пилочкой, можно доработать при помощи тонкой алмазной насадки, либо тонкой керамической или твердосплавной, чтобы подлезть в труднодоступные места. Еще раз повторюсь, что важно не перепилить совсем пудру, иначе пойдут отслойки. Затем переворачиваем палец клиента и выпиливаем толщину изнутри, поднимая клюющие кончики в том числе. То есть пудрой можно исправить архитектуру вниз растущих ногтей. И по завершению проходимся по поверхности мягким бафом, чтобы убрать полосочки от пилки, чтобы после покрытия топа их не было заметно. И тут также один минус. После работы пилкой маникюр у нас размахрился, поэтому пришлось дошлифовать алмазной насадкой с красной насечкой. Поэтому можно этот этап оставлять на конец, на потом. То есть не сразу выполнять маникюр до конца идеально чисто, с полировкой и так далее. После опила также снова в обильном количестве наносим активатор. В том числе на торец и под ногтевую пластину, если выпиливали свободный край. Активатор нужен для того, чтобы покрытие заполимеризовалось и стало более твердым. Можно даже пройтись несколько раз. Уже ноготки такие четкие, покрываем топом. Топом покрываем в 2 слоя. Первым слоем быстро, также для того, чтобы кисточка не заполимеризовалась от активатора с соприкосновения с ним. И затем уже второй слой. Важно не наносить толстый слой активатора, потому что он может поплыть. Наносим масло и посмотрим на торцы. Они у нас получились такими же, как и в укреплении гелем или акригелем. Вид сверху, также видно, что ногти укрепленные. И в целом они выглядят очень аккуратно. Я уверена, они прочные и отлично проносятся у данной модели. По-моему, получилось неплохо. Конечно, есть некоторые нюансы в данной системе, которым нужно обучаться, но я уверена, мастера со временем доработают эту технологию, и она станет хорошей альтернативой гель-лаку. Кстати, у меня на канале есть и другое видео с пудровыми ногтями. Посмотрите по ссылке тут, вы увидите, как сделать переход амбре. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо!
Пока-пока!